Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 16 ноября. В этом видео поговорим о церковном календаре, что нас ждет, кого сегодня почитают в церковном календаре. Также уделим внимание народному календарю и также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день 16 ноября. Итак, друзья, давайте далее более подробно в этом видео. Итак, 16 ноября почитается память Анны Всеволодны, дочери киевского князя Всеволода Ярославовича, который женился на греческой царевне. В этот день православная церковь вспоминает и молится за дочь великого киевского князя Всеволода Ярославовича, княгиню Анну Всеволодну, которая была сестрой легендарного русского князя Владимира Мономаха. Княгиня Анна Всеволодна – это дочь великого киевского князя Всеволода Ярославича и византийской принцессы рода Палеологов. Именно благодаря этой свадьбе русским князьям была передана легендарная шапка Мономаха, которой затем венчали на царство российских императоров. Планы родителей женить Анну Всеволодну на византийском принце. Когда Анна Всеволодна достигла 12-летия, родители решили выдать ее замуж за византийского принца. Однако девушка решила иначе и посвятила свою жизнь служению Богу. По просьбе дочери великий князь построил в Киеве женский монастырь, получивший название Андреевского. Нужно отметить, что в монастыре была открыта первая в Европе школа, в которой обучали девочек различным ремеслам – пению, танцам, чтению и письму. А сама Анна Всеволодна была в монастыре игуменей. И, занимая должность игумения, Анна Всеволодна принимала активное участие в церковной и политической жизни государства и даже вела переговоры от лица отца с представителями византийской церкви. А вот в народе 16 ноября назвали так, как Аннин день или День Анны Холодной. И дело в том, что по народным приметам именно с этой даты, 16 ноября, начинались сильные холода. И в этот день на Руси было принято лакомиться замороженными ягодами, брусникой, клюквой, морожкой. Из них варили вкусный кисель, добавляли их в сдобу и в другие блюда. На улице замораживали и молоко, потом стругали его ножом, обязательно посыпали сахаром и подавали с блинами. Получалось что-то наподобие современного мороженого, к которому мы сейчас с вами и привыкли. И вы знаете, у детей того времени вот именно это блюдо было самым любимым и самым вкусным. Но его именно готовили только в зимнее время после наступления настоящих морозов. А вот 16 ноября многие девушки уже начинали рукодельничать. Вечерами ткали или пряли. В каждом доме стояла прялка. Нитки делали не только из овечьей шерсти, но и из льна. А тех, у кого дело в руках не спорилось, напротив, сокрушались и говорили, что неумехам да нерадивицам добрая судьба сама не выткется. И многие девушки того времени обязательно должны умели ткать, шить, вышивать. Поэтому, у кого не получалось, все-таки они учились у старшего поколения. Древние славяне верили, что в этот день, 16 ноября, на землю спускается нечистая сила. Она ходит возле людей и смотрит на то, кто как живет, что делает. Также нечисть и готовилась и к святочному разгулу. Людям она не могла причинить вреда, и поэтому вела себя тихо и, как говорится, скромно. Но все равно наши предки старались в этот день себя обезопасить.
На Анну Холодную не рекомендовали без особой нужды покидать жилище, ходить в людные места, ссориться с кем-то и отправляться в дальнюю дорогу. К знахарям и колдунам 16 ноября приходило много народу. Для чего? С целью снять порчу из глаз. Верили, что гарантированно получится избавиться от негатива. Отбоя от людей не было прямо с самого утра. Также благоприятной народной приметой на 16 ноября на Анну Холодную являлось испечь блины. Подобное лакомство считалось, что может поднять настроение каждому, а сваренный 16 ноября кисель принесет много здоровья. Также было принято в этот день читать молитву обязательно перед тем, как выйти из дома, для того, чтобы защититься от несчастья в дороге, от всевозможных проблем и неприятностей. Наши предки верили, что ароматы отпугивают нечисть, поэтому люди жгли в этот день благовония, душились и использовали ароматические эфирные масла. Еще 16 ноября обязательно после обеда нужно было пригласить гостей или отведать близких, чтобы приобрести удачу и благополучие. А вот домашние дела лучше стоило отложить на другой день. Хотя за семейными посиделками ни в коем случае нельзя было жаловаться на судьбу, иначе все приумножится. Также наши предки знали о том, что в этот день нельзя сплетничать, нельзя кого-либо обсуждать, нельзя было ругаться, а также сквернословить, потому что все это рано или поздно вернется. И также в этот день, в день Анны Холодной, была еще одна особая интересная народная примета, но она касалась именно беременных женщин. Наши предки верили, что в этот день женщины на сносях нельзя было трудиться, иначе малыш будет беспокойным. Также наши предки в этот день внимательно наблюдали за погодой, обращая внимание на народные приметы. Как говорили в народе, предсказывая будущий урожай, что «Анна без снега, не жди и хлеба». А вот морозный день предвещал, наоборот, плохие дела. «Анна холодная, осень будет голодная». Если дрова в печи в этот день горели сильно, а пламя с ревом устремлялось в трубу, это говорило о том, что нужно ждать бурю. Приближение сильной стужи предвещали и плывущие низко облака. В целом этот день плохо подходил для долгих прогулок на свежем воздухе. Почему? Дело в том, что в народе были уверены, что 16 ноября ветер гонит нечистую, и легко было оказаться на пути у такой опасной бури. Если 16 ноября считалось потерять пуговицу, не потерять пуговицу, то ее было нужно непременно найти. В противном случае нужно готовиться к проблемам. Наши предки верили, если на Анну оторвется и пропадет пуговица, значит кто-то навел на человека порчу. Отчасти по этой же причине 16 ноября нельзя было поднимать с пола ничего круглого, например, монеты, кулоны и так далее. По народным поверьям в этот день темные силы раскидывают так называемые свои приманки, вещи, которые могут привлечь внимание человека. И если человек поднимет их, проявит тем самым алчность и жажду наживы за чужой счет, то может стать для нечисти, как говорится, своим. Хорошего от такого расположения ждать все-таки не стоит. Также наши предки 16 ноября ходили к знахарям и колдунам, чтобы снять порчу из глаз. Считалось, что сегодня можно гарантированно избавиться от негатива. Первым мы предлагаем провести обряд для того, чтобы снять с глаз или порчу. Его нужно провести именно 16 ноября, в день Анны Холодной. Итак, для этого нужно взять от черной курицы яйцо и держать его над головой, читая такие слова. От темной птицы плод взяла, весь негатив сняла. Уйдут все недуги, слова злюки, нечистые помыслы наговоренные, негативные деяния затаенные. Тьфу-тьфу-тьфу. Далее нужно было сплюнуть трижды через левое плечо. Затем катить яйцо к ногам, а после разбить и вылить в проточную воду, сказав при этом следующие слова. «Плыви туда и забудь дорогу сюда». Скорлупу закопать обязательно под сухим деревом.
Следующий ритуал, который наши предки проводили в этот день, это был ритуал, чтобы ребенка никто не сглазил. Для этого мама должна была обмыть ребенка в воде, в которой добавлено должно было быть немножечко святой воды. Затем нужно было вытирать подолом своего нижнего платья и проговаривать такие слова: «Водой дитя обмыла, от злого глаза защитила. Аминь». Затем трижды крестить заговариваемого своим нательным крестиком. Важно, чтобы после этого ребенок уснул. И над спящим ребенком женщина должна была читать молитву «Отче наш» 9 раз. А вот День ангела 16 ноября отмечают следующие имена: Федор, Сергей, Илья, Александр, Павел, Владимир, Анна и Светлана. Если в вашем окружении есть люди с такими именами, обязательно поздравьте их с именинами. По мнению наших предков, люди, рожденные 16 ноября, имели золотые руки. За что бы они ни взялись, у них все хорошо получалось. Поэтому считалось, что люди, рожденные 16 ноября, и становятся хорошими мастерами своего дела. Правда, у людей были и недостатки. Люди довольно часто, рожденные в этот день, имеют скверный и, к сожалению, замкнутый характер. А люди, которые хотят, чтобы им во всем сопутствовала удача, следует приобрести небольшой кулон или брелок из нефрита, но обязательно в виде дракона. Те, кому довелось родиться 16 ноября, обычно наделены массой талантов и называются мастерами на все руки, поэтому им просто необходим талисман из оникса. Минералы, которые не только дарят своему обладателю вдохновение и решительность, но и помогают справиться с мнительностью, страхами и сомнениями. Что же касательно толкования снов с 15 на 16 ноября, то считается, что сны очень быстро и при этом точно сбываются. Но здесь главное что? Главное правильно их расшифровать. В эту ночь могут сниться сны откровения или сны-подсказки, которые укажут верный путь или даже дадут конкретный совет. Но чтобы воспользоваться этим временем по полной, нужно перед отходом ко сну задать в пространство обязательно конкретный вопрос, только без сослагательных наклонений, никаких «если бы» да «кабы». Что же можно делать 16 ноября по народным приметам и по церковному календарю? Чтобы не навлечь беду, стоит активнее сегодня заниматься делами. Можно с легкостью приступать к новым проектам, к делам, как творческим при этом, так и к финансовым. Особенно стоит вернуться к любым нерешенным задачам, которым вы ранее не обращали внимания. Именно сейчас они помогут вам. Также в день Анны Холодной нужно нести окружающим только положительные эмоции. Они поспособствуют исполнению желания, а также подарят массу приятных сюрпризов. Будущим мамам надо как можно больше отдыхать и расслабляться, поэтому сегодня можно устроить встречу с подружками или же как вариант прогулку по свежему воздуху. Давайте теперь поговорим о том, а что же нельзя было делать 16 ноября по народным приметам и по церковному календарю. Итак, День Анны Холодной. Делать людям комплименты нельзя, поскольку каждое лестное слово, произнесенное в этот день, отнимет то, за что похвалили человека. Кстати, у самого похвалившегося тоже могут возникнуть неприятности. На языке типун появится. Нельзя 16 ноября жаловаться на свою судьбу или же делиться собственными проблемами и бедами с другими людьми, так как они, к сожалению, только усилятся. Нельзя утром и много говорить 16 ноября, можно притянуть к себе негатив окружающих. И по возможности лучше до полудня избегать многолюдных мест. После обеда же, наоборот, желательно не оставаться в одиночестве. Надо пригласить к себе родных, друзей, близких, сходить в гости к ним. Считается, что тогда удача и благополучие станут верными спутниками на весь год.
Народными приметами не разрешается 16 ноября ссориться мужу и жене. Сегодняшний разлад может привести к разрыву отношений и к разводу. Сегодня нельзя не впускать в дом пришедшего человека. Однако после его ухода надо обязательно перекрестить входную дверь и порог. Делается это для того, чтобы не пустить в жилье негатив, который может принести за собой непрошенный гость. Не стоит в день Анны Холодной беременным женщинам работать, иначе роды пройдут тяжело и ребенок будет беспокойным. Нельзя в этот день шить, вязать, вышивать женщинам, у которых часто болит голова. Мигрень станет их постоянной спутницей. Если же с рукоделием связана ваша сегодня работа, то желательно в этот день взять выходной. В том случае, если это невозможно, рекомендуется, приступая к работе, трижды перекреститься. Также сегодня не следует надевать черные и даже просто темные вещи. Считается, что такое обличие может привлечь внимание нечисти, и тогда беды не миновать. Также в целом одежда этого дня должна быть не только светлой, друзья, но и чистой. В противном случае никаком об успехе речи идти не может. Также в этот день, 16 ноября, нельзя пить слишком холодную воду или другую жидкость, иначе можно онеметь, то есть получить сильное заболевание горла. Также в этот день не стоит трогать веник, под ним в этот день, считается, отдыхает хозяин дома. Если его потревожить, он начнет пакостничать, бить посуду, прятать ключи и так далее. Вот, друзья, такой у нас с вами день, 16 ноября, по народным приметам и по церковному календарю. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.